Друзі рибалки та любителі активного відпочинку. Хочу вам порекомендувати всесвітньо відому компанію Nightcore, яка є провідним виробником спеціалізованих товарів в області освітлення для користувачів професійного рівня в різних галузях. Товари Nightcore призначені для кемперів, туристів, альпіністів, велосипедистів, мисливців, любителів підводного плавання, рибного лову та багатьох інших сферах діяльності. Nightcore пропонує дуже великий вибір кишенькових ліхтарів для професійного та повсякденного використання. І підібрати такий ліхтар можна абсолютно під будь-які потреби. Також любителям відпочинку на природі далеко від цивілізації рекомендую звернути увагу на хороший асортимент кемпінгових ліхтарів, павербанків, сонячних панелей та портативних електростанцій. Саме ці девайси зроблять ваш відпочинок більш комфортним. Ну і тепер, особливо для наших глядачів, хочу окремо зупинитися на лінійці налобних ліхтарів. Як рибалка, я розумію, що налобний ліхтар – це основний інструмент під час нічної риболовлі. І саме Nightcore в цьому безпосередній лідер. Тут є неймовірно великий асортимент налобних ліхтарів під будь-які задачі, оскільки ці ліхтарі відрізняються не тільки матеріалом корпусу, формою та розмірами, але також мають різноманітну потужність світлового потоку, дальність і кут світіння. А ще є різні варіанти живлення та підзарядки. Наприклад, деякі моделі мають вбудовану батарею і заряджаються як мобільний телефон через сучасний роз'єм Type-C, та навіть можуть працювати від зовнішнього павербанку. І є варіанти зі змінними елементами живлення, які заряджаються окремо від ліхтаря. Багато моделей ліхтарів Nightcore мають додаткове червоне світло, можливість регулювання яскравості та декілька режимів роботи. А також є моделі з датчиком руху, що дозволяє вмикати ліхтар, не торкаючись його. Я сам особисто вже 7 років постійно користуюсь налобним ліхтарем Nightcore HC30, та за цей час не виникало жодних проблем. Навіть акумулятор ще не змінював. Можу точно сказати, що їх продукція є дуже надійною та якісною. І це підтверджує офіційна гарантія 5 років, яку надає компанія. Посилання на офіційний сайт Nightcore Україна буде в описі під цим відео. Там ви зможете детально ознайомитись зі всією продукцією. А також при замовленні вкажіть промокод FVU та отримайте знижку 10%. Друзья рыбалки, витаю вас на нашем канале. В этом видео я хочу показать и вместе с вами изготовить еще один из хороших вариантов простого бокового скользящего отвода. Данный отвод очень хорошо применять при изготовлении различных рыболовных оснасток, например, при изготовлении каких-нибудь закидушек, также при оснащении кружков для ловли щуки. И к такому отводу можно фиксировать не только поводки с крючками, но также и кормушки. Например, если взять фидерный монтаж inline, там как раз таки нужен скользящий коннектор для фиксации кормушки. И вот этот отвод можно очень хорошо использовать. Я в конце покажу, как именно. Конечно, для инлайна есть специальные застежки с пластиковым ушком, но скажу вам так, что вот довольно часто был в разных даже больших магазинах рыболовных, и такие коннекторы далеко не всегда есть в наличии. А вот такой вот отвод всегда может выручить. Значит, самое главное, что нам для этого понадобится, это вот такая вот проволока из нержавейки. Эта проволока имеет диаметр 0,8 мм, также еще можно использовать диаметр 0,6. Вот 0,8 и 0,6 самый нормальный диаметр. Кто спросит, где же взять такую проволоку из нержавейки, я раньше, когда мы еще в самых наших первых видео делали, там, переделывали всякие эти вертушки, там делали спиннербейты, я вот эту вот проволоку показывал. Эта проволока продается в стоматологических магазинах. Из данной проволоки делают различные ортодонтические аппараты. Значит так, проволока нержавеющая 0,8 мм, и еще нам нужна вот такая вот обычная ватная палочка. Ну а из инструмента самое главное это круглогубцы и кусачки. Итак, приступаем к изготовлению нашего скользящего отвода. Берем проволоку, ее край выравниваем и откусываем где-то сантиметров 10, может чуть-чуть больше. Так.
Теперь здесь примерно по центру зажимаем круглогубцами. И сейчас мы сформируем петлю, за которую непосредственно будет фиксироваться поводок, ну или же та самая кормушка. Делаем вот такой вот загиб. Есть. Значит, вот у нас уже образовалось колечко, за которое мы будем фиксировать поводок, например. У нас получается колечко и два вот таких вот усика. От кольца мы отступаем где-то сантиметр, может быть чуть больше. И вот это вот сейчас, в принципе, лично для меня самый такой сложный момент в этом всем деле. Нам нужно согнуть два кольца, сделать два кольца, чтобы туда плотненько заходила вот эта вот трубочка. У меня, как видите, круглогубцы имеют вот такие вот как бы конусы. И я уже делал такие отводы себе. Я уже примерно знаю, где нужно, в каком месте нужно зажать, чтобы у меня получился подходящий диаметр этого колечка. Так вот, зажали. И загибаем. Так, вот что у нас получилось. И теперь то же самое мы делаем с другим вот этим вот усиком. Тут очень важно, чтобы они получились на одном уровне. Ну, если, конечно, небольшая разница будет, ничего страшного, но лучше, чтобы они были на одном уровне. Так, вот делаем один небольшой загиб и смотрим. Ну вот загиб, если он уже пошел на одном уровне, то он так дальше и пойдет, да, пойдет потом. Есть. Вот что у нас получилось. Берем кусачки и лишнее откусываем. Откусываем так, чтобы у нас не торчали никакие острые концы. То есть, например, если мы откусим вот так, ну, например, я так взял уже образно, то у нас вот, да, торчит острый край. Мы откусываем прямо вот там, где у нас этот радиус. Все, то есть вот мы видим, у нас кольцо и ничего не торчит. То же самое делаем здесь. Вот. Вот что должно получиться. Сейчас еще приближу. Ну вот самое сложное мы сделали. Теперь берем нашу палочку ватную. Вата нам не нужна. Мы один конец сразу откусываем, другой чуть-чуть попозже. И вставляем эту палочку в вот эти вот колечки, причем одновременно. И вот так вот подкручиваем потихонечку и туда ее запихиваем. Все. Вставили, чтобы здесь выглядывало за колечком где-то миллиметров 5 этого пластика. И откусываем так, чтобы те же 5 миллиметров были с другой стороны. Вот так. Когда мы трубочку вставили, берем зажигалку и подплавляем концы. Советую не греть сразу
беспрерывно, чтобы оно не горело и не потекло. Просто потихонечку подплавляем. И эта трубочка красиво так усаживается, заплавляется. При этом не будет никаких острых концов. Все получится гладкое и не повредит нашу леску. Все, пока оно не застыло, ничего не трогаем. Теперь мы берем, например, вот это у нас основная леска нашей оснастки. Неважно какой, любой оснастки. Мы сюда вставляем эту трубочку, ну точнее леску вставляем в трубочку. И вот у нас получается скользящий коннектор. Если у нас оснастка такого типа, где этот коннектор не должен ходить по всей леске, мы его, конечно же, можем зафиксировать в любом месте на этой леске с помощью стопорков. То есть одеваем один стопорок, потом одеваем вот этот коннектор и потом одеваем за ним второй стопорок. И в любом месте на этой леске мы с двух сторон фиксируем этот коннектор стопорками. Ну, сейчас у меня стопорков с собой нет, я не брал. Но это не важно, в принципе, и так все понятно. Одели мы этот коннектор на леску. И теперь фиксируем сюда поводок. Способом петля в петлю. Все, вот таким вот образом у нас крючок зафиксирован на основной леске. При этом с таким коннектором ничего не будет путаться. Нигде ничего не будет резать. Здесь все абсолютно гладко, нет никаких острых краев. И мы можем на основную леску сколько угодно поставить таких коннекторов и сколько угодно крючков. Теперь показываю, как фиксировать кормушку. Я себе уже сделал такой же коннектор точно. Только сюда я еще одел обычную застежку без вертлюжка. То есть я снял вертлюжок, застежку разобрал. Такие застежки очень легко разбираются. Тут вот это все дело разгибается. И одел на этот коннектор. Ну и то же самое. Представляем, что это у нас, например, там инлайн монтаж. Вот у нас одет этот коннектор. С застежкой мы открываем застежку и цепляем кормушку. Все. И вот у нас кормушка свободно ходит по леске. Работает? Работает. Делается очень просто, поэтому берите себе на заметку. Я понимаю, что сейчас можно уже купить все, что угодно, но, как я уже говорил ранее, не всегда оно есть в наличии, да, и все равно что-то сделать своими руками всегда приятно. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!